Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хочу поднять одну интересную тему. И понимание того, что эта тема интересна и актуальна, пришло ко мне благодаря тому, что вы пишете комментарии под видео. И вот один из комментариев был о том, что реальность, конечно, прекрасно создавать, использовать все техники, но есть одно «но», которое мешает этому. И это «но» звучит как блоки. Блоки, негативные установки, негативные программы. Очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы делаем какие-то практики, мы занимаемся саморазвитием, визуализируем, медитируем, делаем действия по направлению к цели, но в итоге получается все равно не очень эффективно. То есть мы прикладываем какие-то усилия, а результаты не особо спешат нас радовать. В чем причина? Причина в блоках. Что вообще такое блоки, да? То есть это, скажем так, программы, взятые из нашего прошлого, из опыта. Если идти в метафизику, эзотерику, это может быть карма прошлых жизней. И все это, словно палка в колесе, мешает нам двигаться по пути наших воплощений, материализаций, прекрасных каких-то событий, целей, мечт. Для того, чтобы разобраться, что именно вам мешает, есть несколько способов. Некоторые из них я бы хотела сейчас обсудить. Один из таких методов – это всем известная психология. Вы приходите к психологу и прорабатываете травмы своего прошлого, своего детства, какие-то всплывают негативные программы, что-то, что вам мешает двигаться по жизни и быть более эффективным. Есть и другой метод – это коучинг. Коучинг, кстати, лично мне ближе. Почему? Потому что в коучинге мы не копаемся в прошлом, не разбираем, что там было так, не так и почему сейчас нам это мешает. Мы берем и начинаем действовать по-другому. И, соответственно, вместе с этим начинает перестраиваться наше мышление. Еще один вариант – медитация. Особенно хороша и эффективна медитация звук безмолвия, когда мы наблюдаем внутреннюю тишину. У Карлоса Кастанеды, если кто знаком, это называлось остановка мира. То есть, когда ты входишь в то состояние, когда твой ум полностью умолкает, внутренняя тишина. И мы достигаем этого состояния с помощью дисциплины и частых практик. Поначалу может не получаться. И вот когда мы находимся в этом состоянии, когда мы заходим в медитацию, мы начинаем видеть, что у нас всплывает на поверхность в виде мыслей, которые мы не хотим думать, но тем не менее они есть, и они не дают попасть в желаемое состояние вот этой пустоты. Есть техники, которые позволяют легче попасть в это состояние. Они основаны на концентрации внимания или на внутренних процессах, или на чем-то внешнем. Тем не менее, главный инструмент здесь – внимание. Внимание – это тот самый инструмент, с помощью которого мы и можем тонко управлять своими настройками. Чтобы проработать свои внутренние блоки, для того, чтобы изменить эти программы, которые нам мешают, нам необходимо развивать свое внимание. И медитация для меня лично – это лучший метод для того, чтобы научиться управлять этим вниманием. Когда мы достигаем мастерства в управлении своим вниманием, что мы делаем дальше? Дальше
мы можем не погружаться в свои негативные программы. Я лично так и делала. Я транслирую намерение заменить свои программы, какие бы они там ни были, на новые программы. Первое, что особенно важно, когда вы хотите отключиться от вот этих деструктивных программ на новые, от блоков, это ваши мысли, позитивное мышление. С мыслей вся наша реальность, она и начинает выстраиваться. После мысли возникает, что у нас определенные чувства и эмоции, и дальше мы продолжаем, исходя из этих чувств, исходя из того эмоционального фона, который у нас есть, действовать. И вот эти вот действия могут быть как раз-таки или эффективными, или действия ради действий, создание такого вида продуктивности, хотя на самом деле это может быть абсолютно бессмысленные какие-то действия, вот как белка в колесе, бегает, а толку и каких-то результатов, соответственно, с этого нет. Дальше мы вообще можем бездействовать, потому что у нас может быть страх, какие-то вторичные выгоды, которые мы не осознаем, почему мы бездействуем. И вот за все эти моменты отвечают наши внутренние программы. И вот блоки — это как раз-таки те программы, которые забирают наше внимание на себя. Вроде бы мы желаем, мечтаем о чем-то, хотим выстроить свое дело, отправиться в путешествие, выстроить гармоничные отношения, поправить здоровье. Но у нас внутри работают другие программы, и неосознанно или осознанно наше внимание находится там. Вот этот вот внутренний фон как бы блокирует вероятность вот нужных вам возможностей. И не то, чтобы их не существует вокруг, вы их не видите, потому что, опять же, ваше внимание занято другим совсем. Вы больше видите то, что у вас откликается по вашим программам, вы видите их отражение в мире. Некоторые из них возраст не тот, страна не та, возможности не те, время не то, энергии мало, да? Что там еще бывает? Ой, сложно мне говорить об этих программах. Сейчас с программами у меня все плохо с плохими программами. Отлично звучит. Когда мы обнаруживаем в себе эти программы, что мы делаем? Мы делаем следующее. Начинаем заниматься силой своего внимания. И каждый раз, когда приходит какая-то мысль, а вот в моей ситуации это не работает, у всех это будет работать, но в моей ситуации это не работает, потому что у меня какие-то особые условия. Вот когда что-то в этом духе начинает проскальзывать, вы себе говорите и напоминаете о том, что, опачки, это моя негативная программка. Почему я так думаю? Я всегда ищу возможность для того, чтобы да, а не причину, почему нет. Вот уловите смысл этой фразы, это очень важная фраза. Я ее часто говорю другим людям. Почему ты ищешь причины для того, чтобы нет, когда можно искать возможность для того, чтобы да? Потому что возможность для того, чтобы да, она всегда есть, она везде есть. Если ты ее не видишь, это не означает, что ее нет. Это означает, что твое сознание сейчас закрыто вот такими шорами, и ты не хочешь видеть возможности. Возможности нет. На самом деле, вот в реальной ситуации, если прям объективно, это прям в очень редких, ограниченных случаях. И никак не является ограничениями ни ваша геолокация, ни возраст, ни пол, ни окружение, ни наличие финансов или их отсутствие.
все это не является причинами для того, чтобы в вашей жизни что-то не могло произойти, если оно вам нужно. Если вы все еще думаете, что вашу жизнь мечты от вас отделяют какие-то причины, просто подумайте о том, что, возможно, это и есть тот самый блок. И когда вы думаете о том, что нет, у меня не получится, у меня сейчас другая ситуация, в этот момент стоит вспомнить себя и напомнить себе о том, что у тебя есть возможности. Они есть. И если тебе это нужно будет, ты их увидишь. И лучше всего себе говорить: я имею возможность для того, чтобы у меня это произошло. У меня есть множество возможностей для того, чтобы осуществить свое задуманное. И было бы неплохо еще напоминать себе о том, что внутри тебя живет бесконечная, космическая, божественная энергия, которая проявляется в тебе вот этой вот силой жизни, да, и сам факт того, что ты здесь на Земле уже присутствуешь в этом человеческом теле, способностью пользоваться своим разумом, осознавать, это уже говорит о том, что у тебя есть все данные Творца для того, чтобы творить свою реальность. И если тебе хочется думать о том, что ты ничего в этом мире не решаешь и не можешь никак повлиять на свою жизнь, то задай себе вопрос: а почему тебе так выгодно вот так вот думать? И действительно ли тебе выгодно так думать? И как минимум это лишает тебя энергии действовать, это лишает тебя радости жизни, это создает в твоем теле дополнительный выброс гормонов стресса. Зачем? Это невыгодно, это 100% невыгодно так думать. Если ты боишься, что ты станешь инфантильным человеком в розовых очках, я не знаю, на самом деле, может быть, лучше быть человеком в розовых очках и видеть мир дружественным, приятным, с кучей возможностей, чем быть таким реалистом, у которого в мире все плохо, все ужасно, возможностей нет, ситуации не подходящие для вас, и вообще этот мир страшный, ужасный. Смысл в том, что в этот момент вы выбираете позволить себе вот быть человеком, который действует, человек, который действует уверенно и легко и смело, или быть человеком, который боится сделать лишний шаг, потому что, находясь в таком состоянии, ты, я не знаю, это же просто проще всего будет сидеть дома, никуда не высовываться, ничего не менять в своей жизни, всего бояться, и, естественно, таким образом творцом реальности быть сложно, да, потому что, чтобы быть творцом своей реальности, очень важно действовать, не просто медитировать, визуализировать и так далее. Все эти практики прекрасно работают в совокупности с действиями. Я вот рассказывала в предыдущем видео, когда-то я мечтала о тропиках. Да, о каких тропиках? Я мечтала хотя бы о путешествиях по Крыму, хотя я сама крымчанка. Просто надо было много работать и много денег. На тот момент мне казалось, что да, нужно много денег для того, чтобы просто поездить по Крыму и позволить себе не работать. И если бы я просто продолжала лежа смотреть на потолок и мечтать, вряд ли бы что-то изменилось. Хотя есть вероятность, если бы моя вера была очень сильна в то, что это возможно. Но нет, я делала действия, принимала какие-то решения, и помогала мне как раз-таки вера в то, что есть возможности в этом мире для меня, все возможно. Все возможно, и сейчас все возможно. И для вас все возможно. Для каждого человека все возможно. И есть же такое выражение, что по вере вашей дается вам. А оно так и работает. Почему оно так работает? Я не могу с уверенностью сказать, что знаю эту причину.
Но думаю, что есть некоторые вещи, которые не обязательно понимать для того, чтобы ими пользоваться. И вот здесь вот мне очень подходит эта концепция, что я верю в то, во что мне выгодно верить. И это не поддельная вера, я действительно верю во многие вещи. И на своем жизненном опыте я убедилась, что это работает. И что это работает лучше всего, потому что я проходила и период в жизни, когда я делала действия без веры. И когда я верила без действий. Но круче всего оно работает, когда есть два компонента. Когда я действую и в то же время, когда я работаю над своим сознанием и нахожу для себя возможности, прорабатываю свои негативные установки и заменяю их на позитивные установки. Да что там прорабатываю? Ничего я не прорабатываю, если честно. Мне это не нужно. Я просто вижу, что у меня где-то выскользнула мысль, которая невыгодна для моей реальности. И я себе задаю вопрос, зачем ты так думаешь? Что вот за этим лежит? Страх, лень, что там еще может быть? Все, обнаружила, заменила на позитивную установочку и пошла дальше. Хорошо еще работают аффирмации. Если у вас какая-то финансовая цель, то делаем аффирмации на деньги, потому что это, по сути, и есть те самые позитивные установки, которые помогают вашему сознанию и подсознанию перестроиться на новый лад, на новую линию жизни, параллельную реальность, где у вас реально все хорошо с деньгами. И постепенно вы перепрограммируете свое это ментальное. И чем больше направляете туда внимание, тем больше начинаете жить в соответствии с этим, а не в соответствии с негативными убеждениями, тем быстрее меняется реальность. Для того, чтобы лучше работали техники, что здесь можно добавить? Да, первое – это не сливать свою энергию на эти негативные установки, а второе – повышать свою энергетику. То есть, что это значит? Если вам хочется целый день лежать на диване, заедать мороженкой или пельмешками, или еще чем-нибудь, в общем, нет желания двигаться, нет желания активности и вообще очень мало интересов. Здесь я могу посоветовать следующее. Обратите внимание на свое тело, потому что именно через тело мы получаем энергию. И если у нас нет ни на что сил, значит, практики будут плохо работать, потому что этот импульс, который мы заряжаем и посылаем, для того, чтобы материализовывать желаемое, необходимо иметь сильное биополе, сильную энергетику. И, конечно же, высокие вибрации тела. Чтобы в теле была энергия, необходимо заниматься элементарно физикой. То есть это тоже предыдущее видео, о чем я говорю. Питание плюс физическая активность. Без этого вообще никуда, никак. Продолжу, пожалуй, вот так, потому что затекла нога у меня сильно. И понятно стало, что, в общем, долго я сидела. В общем, наше тело – это такой аккумулятор нашей энергии. И не только аккумулятор, но еще вдобавок и проводник. Если мы плохо с ним обращаемся, соответственно, энергии у нас сколько? Вот столечко, мало, вот там вот где-то уровень. Позитивное мышление – это то, что нам дает много энергии, потому что когда мысли негативны, энергии у нас, соответственно, тоже становится очень мало. И, соответственно, эффективность практик тоже сводится к нулю, к минимуму. Очень важно, какое у вас окружение. И тут также есть взаимосвязь. Чем выше ваш энергетический потенциал, чем выше ваша энергетика, тем лучше у вас отношения с окружающими, тем более здоровое у вас окружение.
вы начинаете притягивать к себе подобное. Если этого не происходит, то само по себе, то можно позаботиться о том, чтобы в свою жизнь допускать больше позитивных, приятных людей. Если вы чувствуете, что у вас что-то отбирает силы или вызывает страхи, вызывает тревогу, смело отказывайтесь этого. И не надо мучить себя чувством вины, что вы во все это не кинулись головой. Если вы хотите действительно помочь какой-то ситуации, особенно то, что сейчас происходит у нас в мире, да, мы не хотим оставаться безучастными, но тем не менее постоянно крутя в голове вот этот вот негатив, вы не помогаете никому и делаете очень плохо себе. Для того, чтобы помогать другим, занимаетесь или благотворительностью, или подстраиваете свою деятельность таким образом, чтобы она способствовала улучшению ситуации, которая вас беспокоит. Резюмируя все ранее сказанное, еще раз обращаю ваше внимание на важность позитивного мышления, на важность работы с телом, следить за своим телом, ухаживать за ним как за садом, как за храмом. Ваше тело – это ваш лучший друг на всю вашу жизнь. И следите за информацией, которую вы впускаете в себе в голову. Работайте над своим вниманием, над своим фокусом и направляйте его туда, куда вам выгодно направлять. И пусть это будут конструктивные программы и все то, что будет помогать вам по жизни. Ну что ж, друзья, прощаюсь с вами. До следующего видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Мне будет очень приятно. Всем добра. Пока.